Здравствуйте, друзья! Сегодня будет ролик, небольшая 20-минутная документальная история, в которой мы расскажем о том, что происходит на норах в течение нескольких месяцев. В наших степных районах задача поиска места съемок нетривиальная задача. Мы открываем Google Maps, Яндекс.Карты и ищем, где ландшафт отличается от окружающего. Вот эти пятна на полях нас и интересуют. Это нераспаханные участки земли. Там, скорее всего, можно найти что-то интересное. Возможно, норы. Кто там живет? Еще в прошлом году мы обнаружили, что эти норы – место обитания лисиц. Вот такие лисята нам встретились прошлой весной, но через день их и след простыл. Мы решили, что будет интересно снять игры и взросления лисят на следующий год. Для этого нужно было установить фотоловушку заранее до их рождения, по снегу, чтобы не спугнуть. Это мы и сделали. Норы были обитаемы даже зимой. Явно кто-то там жил. Входы в норы очищены от снега, есть помет и многочисленные следы. Итак, в первых числах марта установлена фотоловушка, и съемки начались. Первую же ночь прибежала лиса. Мы обрадовались. Кажется, весной нас ждет удача, и мы действительно снимем взрослеющих лисят. Лисичка бегает, копает вот эту нору, отпрыгивает, хвост крючком, ей очень весело. Через день рыжая пришла вечером. Было еще светло. Вот она, красавица. 15 марта на фотоловушку попался корсак. Конечно, мы знаем, что корсаки живут в наших полях. Вот мы копаем нору, которую задуло снегопадом, и освобождаем вход. Ага, становится интереснее. Корсак – степная лиса. Зимой он придерживается норы. А рыжая лиса зимой все-таки кочует. Вот мы и видим, что сюда заглядывают они по очереди. Приходила лиса, потом корсак, потом снова лиса. А рыжая-то регулярно посещает это место и перепроверяет, есть там кто в норах или нет. Теплело. Весенние мартовские туманы, горизонта и не видно. А зверь все бегает вокруг норы, заглядывает, чистит вход. В случае опасности видно, как он бежит прятаться именно к ней. 27 марта первый раз попалась в кадр и парочка. Вот это сюрприз, мы не ожидали. Пара корсаков держатся вместе. Похоже, они живут здесь и собираются обзавестись потомством. Ну и ладно, пусть корсачата, а не лисята, тоже будет интересно. Пара ведет себя естественно и беззаботно. Это их дом. Корсаки бегают вокруг, подолгу держатся у входа, лежат, спят. Но лисица все еще сюда заглядывает. Итак, последние дни марта. Что мы знаем через несколько недель наблюдений? Норы обитаемы, живут там корсаки, парочка. Иногда на норы заглядывает лиса. Пока ничего странного, нет интриги, ждем, когда сойдет снег. И, наконец, появится потомство. Да, кстати, вот ворон прилетал. Пару раз. А теперь посмотрите вот этот фрагмент. Корсак осторожно заглядывал в соседнюю нору и резко дал дёру. Отскочил. Причем быстро и явно далеко. Запомним странный момент. К этой норе мы еще вернемся. Снег начал таять. Красота? Весна началась. Парочка корсаков играют, балуются, веселятся, часто держатся у входа в нору. А вот и ухаживание, знаки внимания. Ну, прям любовь-морковь. Посмотрите на это беззаботное поведение корсаков. Они не болеют и не голодают. У них вообще все прекрасно. Ну и отлично. И слава богу. Опять та же самая нора не дает покоя корсаку. Снова он драпал от нее. Начал таять снег. И когда из-под снега показалась прошлогодняя трава, сюда явились эти. Опять косули. Куда ни поедешь, везде в объектив попадает косуля. Косуля, косуля, опять косуля. Ну, в общем, ясно. Идите уже, копытные, этот ролик не про вас. Уж косуль-то на нашем канале предостаточно. А корсак снова и снова заглядывает в ту самую нору. Все она ему покоя не дает. И опять вырванул. Корсак не просто убежал. Он в панике и ужасе бежал от норы. Что там? Кто там? Запах чужой корсака пугает. На веселую игру это совсем не похоже.
Явно с этой второй норой что-то не так. Странно. Корсаки это место не покинули после таяния снега. Они тут. А лисичка? Она тоже тут как тут. Давненько ее не было. Последний раз появлялась больше 2 недель назад. Еще по снегу. К сожалению, солнце светит в камеру, да еще и туман мешает съемке. Ну, суть ясна. Лиса принюхалась, смотрите, немного засунула в нору голову и тут же мигом прочь от этой норы. А на следующий день снова та же история с рыжей. И правда, какая страшная и эта, другая нора. Итак, середина апреля. Что происходит на этом клочке земли? В кадре фотоловушки вот эта нора, обитаемая зимы и занятая корсаками. А вот эта нора вызывает у корсака страх и интерес. Причем в панике отсюда драпает даже лисица. Есть в кадре еще и третья нора, слева в углу. В ней тоже корсаки да лисы что-то вынюхивают. И все-таки, кто здесь живет? Чей это дом? Вот день. Вот спит корсак около входа в свою нору. Это его территория или нет? Будут весело играть корсачата, которых мы так надеемся снять? Или загадочный сосед-незнакомец всех разгонит, и в итоге мы ничего не снимем? Знакомьтесь, третий актер нашего фильма, видимо, тоже житель здешних нор, вот этот обладатель полосатой морды – барсук. Именно он по-хозяйски все обходит, заглядывает и обнюхивает здесь абсолютно все. Возможно, это его территория, и именно его запах наводил столько ужаса на корсака и лису. Барсук проснулся от спячки, и у нас получилось полноценное общежитие. Корсаки, лисицы и барсук. Про кого ролик-то будет? Ну да ладно. По сути и не важно, чьи детеныши будут здесь весело играть и бегать. Главное, звери в кадре, и не важно, кто тут живет. Лиса приходит все чаще и проверяет каждый вход. Она стала не просто наведываться сюда раз в неделю или 2, как в марте или начале апреля. Она буквально непрерывно здесь находилась. Ага, парочка. Все ясно. Они обследуют норы. Десятки видеофрагментов есть, где они подходят то к одной норе, то к другой. Заглядывают, принюхиваются, прислушиваются. Лисы еще с зимней шубкой. Хвосты пушистые, толстые. Между прочим, лисы моногамные и хорошие родители. Пары у них на всю жизнь. Рыжим не дают покоя норы. Им интересно это место. Лисы бесконечно проверяют каждый вход. Еще сюрприз. Похоже, за норой развернулась конкуренция. Только что здесь рыскала парочка пушистых лисиц с толстенными хвостами. А вот в следующей ночью видим какого-то худощавого полудохлого лиса с тонким хвостом. На следующий день снова пушистая лиса, и что интересно, она все чаще и чаще заглядывает в нору, которую изначально с зимы занимала парочка корсаков. А где ж корсаки-то? 10 дней мы их не видим. Ну вот так интрига. Мы думали, поставим ловушку и снимем, как играют лисята. Но оказалось, что за право жить в этом общежитии еще и идет борьба. Неясно, кто тут детишек родит, и родит ли вообще. Или они все передерутся. И снова лиса с толстым хвостом. А на следующий день из норы, которую занимали корсаки, вылезает лис с тонким хвостом. Вот 2 кадра. Одного дня. Утро и вечер. Но это же разные лисы. Очевидно, что тут уже никто не боится соседних нор или барсука. Похоже, барсук ушел. И его норы пусты. Интересное дело. Значит, барсук ушел. А куда же делись корсаки? Они тут больше не живут? В следующую ночь явился проверить свои норы корсак. 2 недели не было его. Медленно, потихоньку и осторожно принюхивается, приближается к своей зимней норе. И тут... Худощавый лис прогнал корсака и занял его место. Этот лис никогда не появлялся в паре. Только один. Тощий, как щепка. Одиночка, видимо, молодой, но дерзкий и сильный.
Никому не дал здесь обосноваться. Только он. Интересные дела. Зимой здесь жили корсаки. Потом начали приходить парочка лис. Проснулся барсук, которого они боялись. Барсук ушел. Сейчас здесь шастает худощавый лис, который прогнал корсаков. Кто скажет, что это не общежитие? Сосед, который сам по себе и либо спит, либо куда-то ушел. Сосед – худой одиночка и задира. Парочка пушистых. Парочка мелких. В гостях были копытные. Это, друзья, общежитие. В последних числах апреля нам пришлось посетить норы, зарядить аккумулятор. Мы немножко переставили фотоловушку поближе к норам, поэтому ракурс поменялся. Бросили вкусняшек, и в следующую же ночь началась движуха. Еще сутки назад лис спокойно сидел в светлое время суток у нор. А сейчас, ночью, вы только посмотрите на эту суету и панику худощавого лиса. У него просто бешенство какое-то. Что произошло? Его напугали вкусняшки, которые мы оставили? Его напугала переставленная фотоловушка? Не похоже. Что происходит? Что он докопался в прямом и переносном смысле слова до этой норы? Кстати, это та самая нора, которую в ужасе боялись лисы и корсаки еще по снегу. Что там копать? Злоба, пасть открыта, нервоз, псих какой-то. Или в эту нору кто-то залез? Была мысль, что сам этот худощавый лис какой-то бешеный. Но сами посудите, раскидывает землю по сторонам, мечется из стороны в сторону. Если у него бешенство, то ясно, почему все свалили от такого соседа. И все-таки нора. Да, смотрите, он залез туда. Но проходит несколько секунд, и худощавый в ужасе мчится прочь. А потом всю ночь. Потом 5 часов лис устраивал тут кипиш. Добрую 100 раз он подбегал, копал, злился, засовывал нос, залазил в нору сам, убегал и снова возвращался. Явно видно, как невероятная злость и страх его одолевают. Он в панике, он в ужасе. Там, в норе, кто-то есть. Причем этот кто-то не на шутку пугает корсаков и лис. И это барсук? Нет, это не барсук. Оказывается, есть еще один жилец этой общаги, где все еще непонятно, кто живет. Вот он, попался. Ты кто такой? Что за круглые ушки и маленькая мордочка? Это же не барсук. Единственное предположение – это степной хорек. Степной хорек нам попадался всего однажды, зимой больше года назад. Возможно, это был он. Но это не точно. Паника продолжалась и в следующую ночь. Приходила лиса с пышным хвостом. Явно на норах что-то происходит. Ускорим видео. Посмотрите на осторожность лисы. Видно, что она обеспокоена и напугана. Похоже, нас ждет неудача со съемками лисят. Зверят-малышей тут нет. Никаких признаков хоть каких-то, хоть чьих-то детенышей. Увы. 1 мая. Ночь. Худощавый лис. Смотрите. Он немного покопал в той самой норе, которая всех пугала, и вытащил что-то крупное и темное. Как бы только так и можно описать его добычу. Через 6 минут он вернулся. Потом еще несколько раз прибегал. Покопал. Кстати, хорошо у них это получается. Вор роет. Если часок так покопает, черт знает куда зароется. Но вот он перестал. Что-то заметил вдалеке. Внимательно смотрит. И наутек. Испугался и убежал от другой лисы. Пришла сюда лиса с толстым хвостом. Тощий от нее и убежал. Но это ладно. Что ж они там ищут? Смотрите, как норы и ночные раскопки выглядят днем. Все перекопали. Через 4 дня явился корсак осмотреть все ту же нору. Засунул нос, принюхался и побежал в сторону. Кстати, присмотритесь вот сюда. Он еще из косулей пришел. Ну и общежитие. Мы с Тамарой ходим парой. Или как это называется? Корсак и косуля вместе. Отлично. Барсук утром 9 мая и тоже копает ту же самую нору. А это уже интрига. Постойте, боялись же они все этой норы. А теперь чуть ли не в очереди стоят, чтобы в ней порыться. Сдох там кто-то зимой, что ли?
Вот и барсук добычу выкопал. Не только худой лис оттуда доставал что-то. Шкура там чья-то закопана или что. А барсук-то красавчик. Шерсть чистая, лоснистая. Такой упитанный, блестящий. Вечером того же дня, 9 мая, барсук проверил и вот эту нору, что слева. А потом затишье. Только ворона прилетала разок. И никого. 2 недели, ровно 14 дней, ни одна живая душа на норы не приходила. Трава поднялась, установились теплые дни. 23 мая ночью пришел барсук. Прошел мимо, ничего не копал, ничего не делал. По ощущениям, это был другой, немного поменьше зверь, чем тот, который копал 9 мая. Ну, ночная съемка бывает обманчива. Через несколько дней прибегал лис. А в одно утро опять появился барсук. Барсук показал мастер-класс по раскопкам. Как он ловко копает. Скорее всего, это мышь он достает. Нос засунул и роет, ловко так. Но ничего не добыл и пошел по своим делам. Барсук красивый, конечно. Хозяин полей. А вот и финал истории. Трава по колено, норы непосещаемые. Не копает здесь больше никто, не борется за место в общежитии. Только вечером 2 июня мелькнул барсук, и все. Жаль. Планы строились с прошлого года. Ловушку поставили в начале марта. Хотели снять взрослеющих лисят, но природа распорядилась по-другому. Однозначно нужно сказать, что все эти 500 фото и видеофрагментов были не зря. Оказывается, в определенные периоды на норах бывает знатная движуха. Борьба и конкуренция, милые ухаживания корсачков, работа в паре у лис, дерзкий, агрессивный лис-одиночка, деловая походка барсука. Видели степного хорька. И не забудем гостей, косули, вороны и вороны, грачи, конюки, ну правда, общежитие. И все это на клочке непаханной земли 15 на 50 метров. Почти 4-месячная документальная история подошла к концу. Что мы теперь знаем об этих норах и многочисленных других в наших полях? Ну, гораздо больше, чем раньше. Но и далеко не все. Вон какие бытовые проблемы у зверя. Кто там кого выгнал? Кто занял чью нору? Кто кого боится? Загадки. Мне кажется, было интересно. Получилось ли интересно об этом рассказать, не знаю. Вам решать. Если документальный формат вам понравился, ставьте лайк. Не понравился – дизлайк. Считаете, что историей можно поделиться? Отправляйте ссылку друзьям и знакомым. Думаю, любой, кто любит животных, с удовольствием потратит 20 минут на наш документальный ролик о зверином общежитии. А каждый подписавшийся на канал, как спасибо за нашу работу. Удачи всем. Всего хорошего. Пока.